Последний звонок разнесся по коридорам школы Брикстоун-Хай, и ученики высыпали из классов, громко смеясь и болтая, словно впереди не было никаких забот. Но в одном тихом углу, в маленькой раздевалке возле спортзала, десятиклассница Эмма Брайтон тихо сидела на скамейке, нервно затягивая шнурки на старых кроссовках. Ее пальцы дрожали не от холода, это были тревога, стыд и обида, которые копились внутри уже давно. В этот день все окончательно изменилось не потому, что он был особенным, а потому, что она решила, что больше никому не позволит издеваться над собой. Эмма всегда держалась в тени. Ее одежда была с комиссионок, уверенность почти незаметной, а единственным доверенным другом был дневник, в котором она писала все то, чего не могла сказать вслух. Она привыкла к едким замечаниям, к смеху за спиной и издевательским запискам. Но ничто не подготовило ее к тому, что случилось в один дождливый день. Трое мальчишек из школьной футбольной команды ворвались в раздевалку, когда она переодевалась после урока. Их смех эхом разнесся по кафельному полу. Один поднял телефон, будто снимает, другие отпускали унизительные шутки. Эмма прижалась к полотенцу, не в силах сказать ни слова. Только когда шаги учителя раздались снаружи, парни убежали, оставив после себя гулкий след немого ужаса. В ту ночь, лежа у себя в комнате под дребезжащей старой лампой, Эмма поняла, если за нее никто не заступится, она сделает все сама. Но месть не должна быть криком. Она решила сделать это умно. С этого дня она наблюдала, замечала, где эти парни собираются, какие у них привычки, какие сообщения пишут, когда думают, что никто не видит. Она тихо собирала доказательства, скриншоты, фразы, снимки экранов, записи их приватного чата, все, в чем они безнаказанно хвастались своими подвигами. Через несколько недель Эмма подготовила все настолько точно, что сомнений не осталось бы даже у директора. Она не принесла документы в школу. Вместо этого отправила анонимные письма сразу школьному совету, директору и местной газете, приложив даты, время и доказательства. Эффект был мгновенным. Звездные игроки школы превратились в центр скандала. Родители требовали ответа, пресса пристально наблюдала, а администрация не смогла замять дело. Спортсменов отстранили, их стипендии были отозваны, а через пару недель все трое тихо перевелись в другие школы. Эмма не улыбалась на публике и не намекнула никому на то, что это ее рук дело. Но она стояла немного ровнее, и ее взгляд стал тверже. Она не просто поставила хулиганов на место, она доказала, что даже самый тихий голос может быть услышан, если он говорит истину. Что терпение, разум и смелость способны превратить унижение в силу. И для любой другой девочки, которая когда-то чувствовала себя такой же беспомощной, история Эммы стала напоминанием. Даже тишина может стать громкой, если ее долго заставляют молчать. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.